Мы прибавили 15 килограмм, это все из-за щитовидки. У кого-то появляется узел, да, а у кого-то нет. Пациент чувствует, что у него шишка на шее. Узлов много, немножко нас должно это успокоить. Насколько это безопасно? Вся страна в йодном дефиците. Опаснее пропустить опухоль, чем сделать биопсию. Друзья, вы смотрите программу «На здоровье». Меня зовут Елена Войцеховская, я медицинский журналист. И в этой студии у нас врачи, которые могут ответить на любые вопросы о здоровье, о медицине. Сегодня поговорим о здоровье щитовидной железы, узнаем, сколько йода нам с вами нужно в день, как и откуда его получать. Поговорим о том, какие исследования помогут понять, что конкретно у вас или ваших близких есть проблемы с щитовидной железой. У нас в гостях хирург, эндокринолог Виктор Макарин. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала о йоде поговорим. Мы знаем, что и дефицит йода плохо, и недостаток йода плохо. Вот можно как-то вот эту норму для обычного человека, который не знает, сколько вешать в граммах-то ежедневно для того, чтобы не навредить себе, самое главное? Да, на самом деле самая главная проблема сейчас вообще во всем мире насчитывают почти 2 миллиарда людей, у которых нехватка йода. И надо честно сказать, что вся территория страны нашей, России, находится в йодном дефиците. Что значит йодный дефицит? Есть определенные критерии эпидемиологические, то есть когда посмотрели популяцию и смотрят, какая концентрация йода в моче. То есть, чтобы наша аудитория понимала, как мы определяем, хватает йода или нет. В первую очередь, это специальные исследования йода в моче, но рутинно мы это не делаем. Не надо сейчас каждому бежать и мочу сдавать. Ни в коем случае. Первично было проведено исследование эндокринологическим научным центром, что во всех практически регионах вот не хватает у наших жителей йода в моче. То есть мы констатируем сегодня, что вся страна в йодном дефиците. Что это значит? Должно быть концентрация йода больше 100 микрограмм в литре. У нас в среднем в стране 40-80. То есть почти в 2 раза. Почти в 2 раза, да. То есть мы точно говорим о том, что у нас практически у всех есть йодный дефицит. Но при этом вы правильно сказали, не надо идти сдавать мочу. И вот здесь возникает вопрос, а как это профилактировать? Во-первых, конечно, это важный вопрос, но недостаток, в чем это выражается? Мы что, как-то по-другому выглядим, там, чувствуем себя, меньше живем, может быть, от этого? Да, здесь самый главный вопрос, который мы обсуждаем, где участвует и в чем участвует йод. Значит, йод – это атом, который участвует в образовании гормонов щитовидной железы. То есть гормон щитовидной железы тироксин имеет 4 атома йода. Соответственно, если йода не хватает, щитовидная железа не может адекватно вырабатывать гормоны щитовидной железы. А вот гормоны, тироксин, это топливо для нашего организма. И тироксин участвует во всех процессах, начиная от закладки, допустим, нервной ткани у малыша будущего, плюс у нас у взрослых во всех процессах. Как взрослый человек может понять, что у него недостаток йода в организме? Первое, нехватка гормонов – это гипотиреоз. Гипо – это мало, тиреоз – гормоны щитовидной железы. То есть человек может чувствовать слабость, апатию, отечность может появляться, работоспособность падает, кишечник замедленно работает, склонность к запорам, сердечная мышца начинает хуже работать, то есть брадикардия, но это уже запущенные формы. Все-таки на практике мы видим нехватку йода еще в детстве, она начинается, потому что все в детстве у нас закладывается. И дальше что мы можем видеть? Увеличенная щитовидная железа. Узлы в щитовидной железе – это тоже один из признаков нехватки йода, как правило, в детстве, либо в отроке. Друзья, обязательно поговорим сегодня и об узлах в щитовидной железе. Прямо сейчас, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на наш канал для того, чтобы не пропустить интервью с ведущими экспертами нашей страны. Ставьте лайки и пишите, конечно, в комментариях, интересна ли вам тема здоровья щитовидной железы. Какие у вас есть вопросы, потому что доктор у нас еще и хирург, и я знаю, что у вас есть подкаст «Когда не нужна операция». Он более коротко называется «А можно без операции?». А можно без операции, да, это все, о чем мы с вами на самом деле и хотим поговорить. Хорошо, Виктор, давайте вернемся. Вот получается, мы говорим о недостатке йода в организме. Да. Значит ли это, что в каждой семье в нашей стране должна на столе стоять солонка именно с йодированной солью? Именно вот чтобы там было написано «йодированная соль». Абсолютно точно. Здесь я напомню вообще, какие у нас есть нормы и сколько мы должны в день потреблять. Вот это можно зафиксировать. Значит, у нас есть критерий до 5 лет. Должно быть в день 90 микрограмм
йода поступать нашему малышу, нашему ребенку. От 5 лет до 12 лет это 120 микрограмм. Уже с 12 лет мы приравниваем детей ко взрослым, это уже 150 микрограмм. А есть еще отдельная группа, очень важная, это женщины беременные и кормящие. Они должны получать 250 микрограмм. То есть 90, 120, 150 и 250. То есть это стандарт, который должен соблюдаться. Но как это решить? Как мы из пищи с вами получим там 90 или 250? Да, для беременных мы даем специальные препараты с йодом, но в жизни, к чему мы пришли, ученые к чему пришли, что йодированная соль – это самый оптимальный вариант поступления йода. То есть, почему не сахар? Мы все по-разному с вами употребляем сладости, кто-то вообще их не ест. Соль в среднем мы примерно одинаково употребляем. Поэтому логика, почему вообще йодируем соль, мы ее вряд ли переедим. И вот здесь возникает другая проблема. До сих пор в нашем государстве нету на законодательном уровне, я про это всегда говорю, обязательного йодированной соли во всех общепитах, в ресторанах, в каких-то производствах. До сих пор нет такого закона. И получается, что если вы в семью купили йодированную соль, у вас все будет хорошо. У меня йодированная соль дома, но большое количество населения не покупает йодированную соль. И общепиты, рестораны, неважно, хлебобулочные, не используют ее. И вот те люди недополучают йод. Слушайте, тем более сейчас же очень модно вот эта вот гималайская соль, черная соль, розовая, поваренная. Вообще мы отказываемся от соли, потому что кардиологи же нам что сказали? Если у человека повышен холестерин или есть проблемы там с отечностью, 2-3 грамма соли в день. Этого, кстати, достаточно для того, чтобы восполнять дефицит йода в организме? В целом, да, считается где-то 3-4 грамма, вот в таких пределах. Здесь очень важно действительно сказать, вот буквально недавно был в очень крупном магазине, подошел специально к полке с солью. Так вот, йодированная соль была в самом низу. А мы знаем с точки зрения мерчендайзинга, рекламы, что люди покупают продукт, который на уровне глаз. Так вот, на уровне глаз вот эти все гималайские, а там нету йода. Поэтому вот очень важно сейчас через вашу программу транслировать населению, пожалуйста, прямо сегодня проверьте свою соль. Прям туда давайте. Пожалуйста, сегодня возьмите после этой программы или прямо сейчас подойдите к своей соли, посмотрите на банку. Если она без йода, я вас прошу, выкиньте ее и идите в магазин, покупайте йодированную соль. Тем самым вы точно будете снабжать свою щитовидную железу йодом, своих детей будете снабжать йодом, и, конечно, они будут максимально гармонично развиваться. Виктор, если мы говорим о том, что мы в целом все находимся в дефиците, да, что помимо соли, какие 3 самых крутых продукта рекомендуют эндокринологи для поддержания здоровья щитовидной железы? Основное – это морепродукты. То есть здесь вопрос в том, что некоторые просто не любят рыбу или как-то ее ограничивают. То есть первое – это морепродукты, это всевозможные продукты из растительного происхождения морского, то есть такие сейчас продаются классные, знаете, для суши. Ламинария, да. Поэтому первое – не речная рыба, а морская рыба. Второе – это ламинария. И все-таки я бы соль оставил в этом списке, потому что это очень важно. Прекрасно. Большое спасибо, друзья. Но мы с вами знаем о пользе омега-3 жирных кислот. Ни один кардиолог в нашей программе об этом говорил. Не один, а все об этом говорят. Если вы еще не смотрели эфир с кардиологом доктором Утиным или доктором Тамазом, пожалуйста, идите в подвальчик, спускайтесь. Там есть ссылки на эти все выпуски, в которых мы неоднократно говорили о том, что морская рыба должна присутствовать в вашем рационе как минимум 2, а то и 3 раза в неделю. Хорошо, доктор, поехали дальше. Но это же сложно. Вот это контролировать соль, рыбу, там ламинарию какую-то искать. Может, нам в аптеку зайти? Там препаратов с йодом, вот, выбирай не хочу, и подороже, и подешевле, и для людей взрослого возраста, и для детей, и для беременных. Насколько это безопасно? Правильный вопрос. Действительно, то, что мы уже обсудили, соль, она всем показана. Морские продукты всем показаны. Но если мы идем в аптеку и покупаем препараты с йодом, они есть, конечно, то здесь мы точно должны знать, а как работает щитовидная железа, а нет ли в ней узловых образований. То есть тут уже должно быть дообследование. И назначать эти препараты действительно может только врач. Потому что то, что мы стали говорить, а если уже щитовидная железа плохо работает, допустим, избыточно вырабатывает гормоны, мы еще дадим йода, мы усилим вот этот
токсикоз, тиреотоксикоз. Поэтому все-таки, когда мы про препараты говорим, тут очень надо быть аккуратным. И препараты, друзья мои, мы имеем в виду не таблетки, а вот те самые БАДы, травы. Кстати говоря, вот про травы тоже хочу вас спросить. Это же, наверное, вообще любимая затея нашего соотечественника, да? Ну, БАДы-то ладно, БАДы пить не буду, а вот зверобойчик, ну ничего ж плохого. Знаете, на самом деле, ну действительно, если там на 100 лет назад вернуться, травами лечились и убирали там какие-то воспаления, когда что-то болело, то есть в целом какая-то доля разумности в этом есть, но это все-таки прошлый век. Сейчас все те же препараты есть, которые в травах, они есть в таблетках, и они четко регламентированы по количеству, по дозировкам. Поэтому травы – это все-таки комбинация каких-то субстанций, и это иногда может быть опасно. Ну вот, да, вот именно это я хочу, чтобы вы сказали. Безопасно ли покупать в аптеке сбор для здоровья щитовидки, например, да, и употреблять его каждый день? Здесь, скорее всего, это маркетинговый ход. То есть, когда вы видите на упаковке для щитовидной, для кишки там, и для мозга, чаще всего это все маркетинг, хотят продать. И там действительно это набор каких-то нескольких трав. Дай бог, вообще ничего не произойдет. Но если вдруг какая-то непереносимость, а такое бывает, то здесь, конечно, вплоть до отравления может произойти. Поэтому с травами надо быть очень аккуратным. Друзья, на самом деле тут не надо быть семипядей во лбу для того, чтобы поддерживать здоровье своей щитовидной железы. Мы с доктором уже поговорили о том, что если у вас нет симптомов, если вас не беспокоит повышенная тревожность, возбудимость, сонливость, апатия, депрессия, да, для того, чтобы сохранить здоровье своей железы, достаточно поставить дома солонку с йодированной соли и как минимум 3 раза в неделю употреблять в пищу морскую рыбу или там гадов, да, тех же самых морских. Поехали дальше. Мы говорим о здоровье щитовидной железы, но как быть уверенным в том, что она работает? Какие самые важные анализы и обследования может каждый человек, ответственный за свое здоровье, пойти и сделать прямо завтра для того, чтобы убедиться, да, со мной все хорошо? Или сегодня еще успеют. Кстати. Очень все просто. У нас есть один показатель, так называемый тиреотропный гормон, или сокращенно ТТГ. Он вырабатывается в гипофизе, он не относится к гормонам щитовидной железы, но мы вот на нашем сленге говорим «сдайте ТТГ гормона щитовидной железы». То есть ТТГ, он вырабатывается в гипофизе. Он контролирует щитовидную железу, она вырабатывает уже Т3, Т4 гормоны щитовидной железы. Достаточно вот рутинно один раз в жизни сдать ТТГ. ТТГ, если в норме, вы видите в лаборатории референсы, если вы туда попадаете, то у вас прекрасно работает щитовидная железа. Все, тему функции мы закрыли. Железа прекрасно работает, никаких вспомогательных мероприятий не требуется. Но у нас остается вторая задача – это структура щитовидной железы. То есть у нас всегда 2 вопроса. Как работает щитовидная железа? Это ТТГ, то, что мы сейчас обсудили. И какая она по структуре? Объем железы. Есть ли узловые образования? Вот здесь мы уже рекомендуем ультразвук. Это спорный вопрос до сих пор. В нашем сообществе экспертов есть, кто говорит, не надо делать УЗИ просто так. Мы, как хирурги-онкологи, которые, к сожалению, видим тяжелых иногда пациентов, мы могли бы у них поймать эту опухоль раньше. Мы говорим, мы за УЗИ. Поэтому здесь 2 подхода. Сделать УЗИ или не сделать. До сих пор споры идут. Я сторонник все-таки один раз в жизни стоит сделать УЗИ. Безусловно, я абсолютно вас поддерживаю. И вы знаете, Виктор, такой вопрос у меня. Может быть, если не захотите, не отвечайте на него. Вот для меня всегда важно, вы как хирург-онколог, скорее всего, наблюдаете среди своих пациентов, допустим, тех, кто мог бы предотвратить, да, вот эту злую, страшную патологию, онкологическое заболевание, да, онкологический зоб, да. Правильно говорить. Опухоль щитовидной. Опухоль щитовидной железы. Можем ли мы с вами назвать категорию этих людей? Кто входит в группу риска? Все-таки кому мы сегодня рекомендуем все-таки дойти и сделать ультразвук? Да, конечно, у нас есть клинические рекомендации. Первое, если пациент чувствует, что у него шишка на шее, вот здесь вот на передней поверхности, либо на боковой поверхности, это, возможно, уже даже какие-то метастазы. То есть первый критерий – что-то мешает на шее. Хотя чаще всего, чтобы нашим зрителям было понятно, что-то мешает на шее – это так называемый шейный хондроз. Как бы там не ругались на нас неврологи, когда проблема в шее сзади, мы чувствуем это спереди. Но в любом случае, любые жалобы вот в этой зоне, пожалуйста, сходите и сделайте УЗИ. А второе, если у мамы или у папы был рак щитовидной железы, то есть это близкий родственник, не у бабушки, у дедушки, а у мамы, у папы, да, стоит сходить сделать ультразвук. Почему?
у нас есть опухоли, которые по наследству передаются. То есть у меня есть там несколько семей, где я бабушку оперировал, маму и дочку. То есть прям вот целое поколение. Женская линия. Ну, чаще всего, чаще всего. Соответственно, что-то мешает на шее, у мамы, у папы рак щитовидной железы. Ну, есть еще критерий, было облучение. Мы уже далеко от Чернобыльской катастрофы, но в целом есть пациенты, которые жили в те времена, где-то рядом были, поэтому вот если был риск облучения в детстве, опять же, то стоит сделать. Поэтому вот основные такие моменты. Но вот дальше, если есть тревожность, если там, как бывает, у подруги рак выявили, я пошла сделала за компанию. То есть есть вот такие парамедицинские моменты, когда мы тревожимся и хотим просто исключить. Но вот та когорта наших коллег, которые против рутинного УЗИ, они говорят, что мы слишком много находим потом этой патологии, и это излишне. Ну, вот такие есть мнения. Ну, знаете, лучше лишний раз, да, что-то о себе узнать и жить потом с этим знанием, обратиться к специалисту. Хорошо, давайте поговорим тогда о том, почему вообще в целом у кого-то появляется узел, да, а у кого-то нет. Может быть, мы как-то можем в своем образе жизни что-то изменить, чтобы на УЗИ все было чистенько у нас? Или такого невозможно? Ну, это мы возвращаемся к началу нашей беседы. Действительно, основная гипотеза, почему узлы появляются, она доказана. Это нехватка йода. Причем не уже в этом возрасте, в старшем, а все-таки в детстве. Причем нам очень важно профилактировать. Соответственно, если мы уже констатируем, что есть узлы, йод тут уже сильно не поможет. Но у кого чистая щитовидная железа, продолжайте жить, ну, как мы сейчас говорим, ЗОЖ, да, правильное питание, вводите дальше продукты, морепродукты, соль. То есть вы тем самым, скорее всего, и дальше проживете без узлов. Но если они появились, здесь мы уже йодом не поможем. Так, понятно, это зафиксировали. Предположим, человек сходил, сделал ультразвук, есть узелки. Опа, что делать? Первое, о чем мы говорим, не надо переживать. Вообще у населения, у нашего населения почти у 30% есть узлы. Это опять же все уходит в то, что у нас у всех дефицит йода. Поэтому первое, это миллионы людей в нашей стране и в мире имеют разного размера узлы. Все-таки считается узловое образование, критерий какой? От 4 миллиметров. То есть очень часто пациент говорит, у нас у всех тут узлы, я вижу ультразвук, там 2 миллиметра, 3 миллиметра. Все-таки от 4 миллиметров считается узловое образование. То есть узлов очень много. То есть мы говорим о том, что даже некоторые рассуждают, а норма может быть это. Ну, это не норма, когда это опухоль. Соответственно, узлов много, немножко нас должно это успокоить. Второй вопрос, который мы задаем, а что с этим делать? И вот здесь вот первый этап. По ультразвуку, когда мы делаем ультразвук, мы можем уже предположить, а он хороший этот узел или все-таки плохой. То есть он похож на опухоль или он доброкачественный. И опять же статистика. Берем с вами 100 узлов. Среди 100 узлов 80 узлов доброкачественные. 10-15% опухоль и 5% это рак щитовидной железы. То есть в целом из всех узлов, ну, 20% только хирургическая патология. Все-таки 80% узлов, они доброкачественны и не требуют никакого лечения. Даже так. Даже терапевтического? Да, да. Хорошо, смотрите, если узел до 4 миллиметров, он же все равно как-то называется, что это просто такое? Диффузное изменение. Диффузное изменение. Участок. А если он больше 4, мы говорим, ага, это уже узел. А когда мы видим узел, самый главный вопрос, который мы задаем, он опасен или не опасен? И мы знаем, так как у миллионов есть эти узлы, у большинства людей они доброкачественные, современные принципы вот, доказательной медицины, клинические рекомендации говорят о том, что если узел доброкачественный, его не надо лечить. Хорошо, а если у человека есть узел, его лечить не надо, нужно ли контролировать процесс его роста? Я почему спрашиваю? Потому что, например, онкологи-маммологи говорят о том, что если новообразование доброкачественное в молочной железе, мы обязаны контролировать его 2 раза в год. Что касается щитовидной железы, здесь такая же схема наблюдения? Принципы вообще в медицине, они очень похожи, разные сроки просто. То есть, да, действительно, выявив узел, мы отвечаем на вопрос только по УЗИ, подозрительный, неподозрительный. И сейчас расскажу еще, если он подозрительный, что мы должны сделать. Мы говорим, он неподозрительный. Дальше включаются клинические рекомендации. Сейчас в клинических рекомендациях написано раз в год. Но могу сказать по своей практике, мне кажется, это слишком часто. Да, почему? Очень медленный процесс. То есть, как правило, узел растет десятилетия, там 20-30 лет может расти по миллиметру в год.
Поэтому вот я лично на практике говорю, давайте через 2 года встретимся, через 3. То есть я вот стараюсь как эксперт отпускать на подольше пациентов, потому что, ну, действительно, узел доброкачественный, он не опасен, его не надо вообще трогать и вообще забыть. И заниматься теми же самыми сердечными вопросами. Хорошо, 80% узлов обсудили, остается 20%. Во-первых, скажите мне, чем опухоль отличается от рака щитовидки? Ой, хороший вопрос, хороший вопрос. Давайте тогда таким образом, как вообще мы понимаем, опухоль это или рак? Сделали УЗИ, у нас есть специальная классификация по ультразвуку, она называется ТИРАЦ, такая вот международная классификация, когда врач УЗИ, ну либо я как хирург, который делает УЗИ, вижу, что узел подозрительный. Если он подозрительный по определенной вот этой классификации, мы должны перейти ко второму этапу, это биопсия. Тонкоигольная аспирационная биопсия. Прям в названии все заложено, тоненькая иголочка. Аспирация мы откачиваем, мы ничего не накачиваем в узел, и мы берем клеточки из узла. Кстати, щитовидная железа, она самая поверхностная, самый поверхностный орган, поэтому эта процедура очень спокойно переносится, это как вот из вены взять кровь. Соответственно, мы взяли клеточки из узла, и нам говорят, он доброкачественный, опять же, отпускаем пациента. А вот эти 20% нам могут написать либо это фолликулярная опухоль, определенный вид опухоли, либо даже злокачественная опухоль. И вот здесь вот, конечно, разница там есть внутри этих названий, но биопсия нам дает повод задуматься, а что дальше-то с этим пациентом делать? Вы знаете, Виктор, пока мы не переходим к раку, да, я знаю, что многие люди очень боятся биопсии, очень боятся именно того, возможно, это миф, и вы сможете нас переубедить в том, что когда в опухоль что-то проникает извне, якобы это может нарушить ее структуру, и вот опухоль была не онкологическая, а сейчас она вдруг стала раком. Это, я вас сразу прерву, да, это тогда миф. Объясните, почему. Первое, то, что я уже стал рассказывать, биопсия узлов щитовидной железы, это очень хорошо отработанная методика, но важно о чем сказать нашим зрителям. Мы биопсию делаем только под контролем УЗИ. К сожалению, до сих пор в нашей стране, я уверен, в Москве, в Питере, где я живу, до сих пор есть клиники, которые делают биопсию без ультразвука. Это не современно, это неправильно. Поэтому первое, когда вы будете записываться на биопсию, задайте вопрос, а под ультразвуком будете делать? И второй вопрос, который надо задать, а как будет классификация написана? Есть специальное второе слово, ТИРАЦ – это УЗИ, а есть система Bethesda, такая международная система, по которой мы получаем уже заключение. Сейчас расскажу пару слов про нее. Так вот, как проходит биопсия? Без наркоза, без местной анестезии. Кстати, очень часто спрашивают, а может быть под анестезией? Я говорю так, мы боимся анафилактического шока, мало ли у вас аллергия. Плюс это же дополнительный укол. Анестезия – это что же дополнительно и неприятно. Поэтому, как правило, пациент ложится на кушетку, вот кушетка, хирург, врач, там, эндокринолог, УЗИст обрабатывает шею спиртом, ну, каким-то раствором, берет датчик УЗИ, берет иголочку со шприцом, аккуратненько колет в узел, берет, откачивает, ничего не вкачивает, откачивает клеточки и на специальные стеклышки. Дальше их отдают специальным морфологам или цитологи, их красят и смотрят под микроскопом. То есть сама процедура может занять 30 секунд. О. Да, поэтому я всегда говорю, вот вы из вены берете же кровь в лаборатории, по сути все то же самое. И вот здесь вопрос, что мы там что-то разнесем, увеличится опухоль, это все мифы. И я всегда говорю о чем? Опаснее пропустить опухоль, чем сделать биопсию. Поэтому вот у нас в Петербурге там в день по 100 биопсий мы делаем. В Москве тоже есть крупные центры. Мы не видим после этих биопсий, когда, допустим, оперируем пациентов, что опухоль как-то разнеслась, как-то увеличилась. То есть это мифы. Поэтому мы помним о чем? Опаснее пропустить опухоль, нежели бегать и не делать биопсию. Поэтому если назначена биопсия, соглашайтесь и делайте ее. Вот я бы так сформулировал. Да, спасибо большое, это важно, учитывая, что действительно много страхов. Друзья мои, если у вас еще остаются вопросы или есть какие-то предубеждения относительно той или иной манипуляции на щитовидной железе, пожалуйста, прямо сейчас напишите нам об этом в комментариях, мы обязательно ответим на все эти вопросы. И все-таки опухоль и рак. Да, вопрос такой непростой. Почему? Это термины, это определенная конформация, да, и формация этих узлов. Принципиально у нас есть заключение по биопсии фолликулярная опухоль, и у нас есть заключение рак щитовидной железы. Они отличаются тем, что фолликулярная опухоль имеет капсулу, но мы не знаем без операции, есть ли врастание изнутри в эту капсулу. И мы видим только заключение фолликулярной опухоль.
А есть варианты, когда нам сразу пишут, что это рак. То есть это такая вот особенность диагностики. Поэтому есть опухоли, есть сразу злокачественные. Но мы и опухоли предлагаем удалить, и рак предлагаем удалить. То есть это особенность узлов щитовидной железы. Поэтому здесь для зрителей просто важно запомнить. Если вам поставили фолликулярную опухоль, это повод к операции. Почему? Там скрывается рак примерно в 20% случаев. Да, поэтому если написано фолликулярная опухоль по системе Bethesda-4, надо планировать операцию. Либо если вам написали рак щитовидной железы, а их, кстати, больше 15 видов, поэтому их много, да, тоже надо планировать операцию. То есть у нас еще вот там в узлах такое, знаете, идет распределение названий. То есть раков там очень много вариантов у нас. А рак щитовидной железы удаляют вместе со всей железой или все-таки удается вырезать какую-то часть и орган сохранить? И вообще, нужно ли это делать? Да, хороший вопрос. На самом деле сейчас тренды вот в нашей эндокринной хирургии – это органосохраняющая операция. То есть мы сейчас, во-первых, стали находить опухоли меньшего размера, чем раньше. Нам удается сохранить орган. И если есть возможность, мы всегда сохраняем и делаем так. Единственное, что до сих пор остаются такие немножко, как я говорю, олдскульные принципы, когда рак щитовидной железы равно тиреоидектомии, удаление всей железы. Это не совсем корректно. То есть сейчас мы можем подходить очень персонализированно к пациенту, видя размер, по ультразвуку, распространение, мы можем сделать органосохраняющую операцию. То есть, по сути, хирург, мы всегда стараемся сохранить орган. Но есть случаи, когда, допустим, опухоль больше 4 сантиметров. Мы видим, что она распространилась в лимфоузлы шеи, это видно до операции. Мы сразу пациенту говорим, что опухоль крупная, она вышла за пределы щитовидной железы, мы должны всю железу убрать. Есть такие прецеденты, но чаще всего все-таки сейчас опухоли до 2 сантиметров, они не распространяются в лимфоузлы, и мы можем сделать органосохраняющую операцию. Прекрасно. Тогда давайте расскажем о качестве жизни тех людей, которые перенесли операцию на щитовидной железе. Да, возможно, была удалена какая-то часть, доля, может быть, сама опухоль, да, а может быть, в каких-то случаях весь орган. Как человек живет, что меняется потом в его жизни? Здесь, я уверен, нам сейчас будут писать те, кому удалили железу, и они скажут, что жизнь нарушилась. Будут те, которые сказали, у нас ничего не поменялось. Очень субъективно все. То есть я живу со своей железой, мне сложно говорить с точки зрения опыта личного. У меня нет личного опыта, но я как эксперт, который там 16 лет уже этим занимаюсь, я вижу, что пациенты, которым убрали всю железу, как правило, у них все хорошо. Но есть пациенты, которые жалуются, что-то у них там нарушено с точки зрения веса, они начинают жаловаться на жизнь. Но если разобрать детально их ситуацию, как правило, там другие проблемы подключаются. Поэтому фундаментально без щитовидной железы жить можно. Качество жизни принципиально не меняется. Единственное, что если нет щитовидной железы, пациент пьет таблетку каждый день. Вот. Но это вот как зубы почистить. Поэтому фундаментально для зрителя я бы, наверное, так сказал. Если вам планируют удалить всю щитовидную железу, не пугайтесь, жизнь никак не поменяется. Спортом можно заниматься, путешествовать, море, солнце, бани, вот эти все мифы, все это можно. Но самая лучшая операция, конечно, та, которую вообще не надо делать, да, у нас есть такая фраза. Но если операцию делают, обсудите с хирургом, может быть, половину только убрать. Если все-таки суждено убрать всю железу, не пугайтесь, жизнь никак не поменяется. У меня есть 3 убеждения, вот очень устойчивых относительно здоровья нашей щитовидной железы. Возможно, мы куда-то от рака, от узлов сейчас отойдем, но хочется обсудить, раз уж такая удача, его сегодня здесь со мной. Первое. Весощитовидка. Влияет ли здоровье щитовидной железы, ну, в целом на то, что человек стройный или полный, или толстый, может быть? Классный вопрос, это действительно миф. То есть очень часто пациенты приходят и говорят, вот у меня сейчас избыточная масса тела, там ожирение, мы можем это посчитать по специальным формулам. Это все из-за щитовидки. Если мы видим, что ТТГ в норме, то любые изменения веса, как увеличение, так и уменьшение, не связаны с щитовидной железой. Действительно, есть состояние, когда избыток гормонов, тиреотоксикоз, даже худеют пациенты, это один из симптомов. Гипотиреоз, когда мало гормонов за счет отеков, но это максимум 1-2 килограмма. И есть пациенты, которые говорят, мы прибавили 15 килограмм, это все из-за щитовидки, вот у нас тут ТТГ 6, ну при норме там 4 или 5. Я говорю, ну не может щитовидная железа прибавить вам 15 килограмм. Все-таки это миф, и чаще всего 98-99% проблем с весом – это питание и образ жизни. Да, значит, следующее убеждение, о котором хочу поговорить, это люди с узлами в щитовидной железе, они боятся ходить в баню, делать какие-то там процедуры вот на область шеи и так далее, то есть нагревать каким-то образом эту зону. Опасно ли это?
Это тоже миф. Это тоже миф. У нас очень много мифов. Узлы никак не реагируют на тепло, на сауну, на солнце, на море. Наоборот, все это можно в разумных пределах, потому что это в целом такие приятные процедуры, когда их любят в разумных, конечно, количествах. Поэтому узлы в щитовидной железе никак не воспринимают вот эту внешнюю температуру, какие-то косметологические, кстати, процедуры. Пожалуйста, если есть узлы в щитовидной железе, можно любые косметологические процедуры. Вообще это не возбраняет. Прекрасно, очень хорошо. И третье убеждение, о чем я хочу поговорить сегодня, но для начала, друзья, дисклеймер. Мы предупреждаем вас о том, что курение – это очень вредно, действительно очень плохая привычка, поэтому если вы не бросили, бросайте прямо сейчас. А мы поговорим о тех людях, которые считают, что ну я вот всю жизнь курю, как бы нормально все. Если сейчас брошу, даже хуже будет. Влияет ли курение на развитие заболеваний щитовидной железы? Ну, во-первых, я сам не курю и категорически против курения. И вот сейчас буквально недавно был в Турции, там все курят, и я был в шоке. В ресторане, в гостинице. То есть я вот 2 дня там был на конференции, всячески пытался оттуда уехать, потому что в такси курят. У нас вообще супер страна в этом контексте, потому что у нас в ресторане не курят, на улице очень мало людей. То есть вообще в целом вот этот дым, есть же еще пассивное курение, это, конечно, все очень опасно. Но контекст щитовидной железы. Есть исследования прекрасные, которые показывают, что табачный дым, в нем очень много же канцерогенов. Ну, помимо того, что люди, которые курят, у них больше 10 тысяч мутаций возникает в эпителии легкого, да, откуда рак легкого возникает. Но еще и курение влияет на образование узлов. Поэтому для кого-то, может быть, это будет мотивацией. Если вы курите и у вас есть узлы уже, то вы провоцируете их дальнейший рост. Поэтому я, конечно, адепт запрета курения вообще тотального и не могу его никогда поддерживать. Поэтому в контексте щитовидной железы, да, это доказано наукой, что курение увеличивает количество узлов. Если вам не хватает аргументов от нашего доктора-эндокринолога, пожалуйста, переходите по ссылке, оставлю ее в подвальчике. Алексей Решетун, судебный медицинский эксперт, рассказывал нам о том, как он каждый день видит легких курильщиков, собственно говоря, и есть даже фотографии, по секрету скажу, поэтому, кто еще не смотрел, пожалуйста, переходите. Виктор, на самом деле, очень интересный разговор получился. Я считаю, что это крайне важно каждому из нас знать о том, что такой важный орган, как щитовидная железа, работает нормально. Все, что нам нужно сделать, друзья мои, обратить внимание на свой стол. Напомню еще раз, да, это йодированная соль, это морские продукты как минимум 3 раза в неделю. Чтобы вы были спокойны, достаточно сдать один анализ на определение функции щитовидной железы, это ТТГ. Да, и для особо волнительных, мнительных и людей из групп риска, пожалуйста, есть ультразвуковое исследование. И, наверное, напоследок хочу еще такой вопрос задать. Вот есть крупные федеральные центры, да, которые занимаются лечением людей с проблемами щитовидной железы в Москве. Это Национальный центр эндокринологии в Санкт-Петербурге, точно так же тот центр, в котором работаете вы. И есть поликлиники, больницы, которые также занимаются лечением этих пациентов. Где качественнее все-таки проходить лечение? Здесь, кстати, очень интересно, мы сейчас развиваем проект, когда мы идем в регионы и делимся нашей питерской экспертизой и московской экспертизой, и в клиниках открываем свои подразделения. Да, у нас этот проект сейчас существует, мы там и диагностику приносим, и при необходимости выполняем операции. То есть, допустим, у нас сейчас 4 центра открыто: Сочи, Уфа, Самара, Нижний Новгород, куда пациенты приходят. Мы, допустим, если нужна биопсия, мы ее делаем и в Петербург привозим. То есть пациенты получают вообще качественную от нас помощь питерскую. А если нужна операция, мы там же их оперируем. Поэтому принципиально появляются центры современные с нашей, ну, я бы так сказал, питерской, московской компетенцией. То есть мы стали выходить в регионы и давать максимальное качество и компетенцию нашим пациентам. Экспертность, друзья, это то, на что вы должны обращать внимание при обращении к своему лечащему врачу. Если у вас есть вопросы относительно вашего диагноза, пожалуйста, получите услугу «Второе мнение». Сейчас в нашей стране это также доступно. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о здоровье щитовидной железы. У нас в гостях был онколог, хирург, эндокринолог Виктор Макарин. Доктор, спасибо. Спасибо за огромное. Интересный разговор. Подписывайтесь на наш канал, ровно через неделю свежие выпуски, друзья. Увидимся. Пока.